цей бакапол мене вже закумалив. Домой отправился парень молодой. Поезжай на Левандовку. Здорово, мои родные! Я во Львове, столице Галичины, а это значит, что сегодня вы увидите еще одну экспедицию жителя Донбасса на Западной Украине. И вот все говорят, что между Западной и Восточной Украиной очень много разного, как будто два разных государства. Я здесь, чтобы проверить это и доказать, что между Галичиной и Донбассом есть очень много общего. Ну что, поехали! Это центр, историческая часть Львова, наверное, самое популярное место в Украине среди туристов. Но я тебе не буду про него ничего рассказывать, потому что в интернете и так куча информации о нем. Я покажу тебе те районы, куда не водят экскурсии и нет туристов. Потому что кто, как не житель Донбасса, может почувствовать всю романтику спальных районов? У нас в Луганске есть район, который называется Камброд. Он считается одним из самых опасных. И даже некоторые местные боятся гулять там в темное время суток. Здесь, во Львове, тоже есть такие районы. Один из них находится, кстати, у меня за спиной. И сейчас я тебе про них расскажу. Хотя нет. Наверное, лучше я зачитаю про него настоящий пацанский рэпачок. Йоу-йоу-йоу! Здесь не пахнет чудом, это не запах азота. Здесь ты видишь то, что на окраинах Камброда. Это Горловка, бро, это Макеевка, бро. И если ты не Вадиков, тебе сломают тут бедро. Здесь панельные дома, а рядом промзона. Но тебе врут глаза, это далеко от дома. Это дежавю, брат, дежавю. Вот здесь посмотри, я впервые говорил люблю. Здесь бригадой мы гоняли футбик с пацанами. Здесь впервые я курил, но кто-то меня сдал маме. Это какой-то мираж, наваждение по заказу. Я здесь знаю все, но ведь не был тут ни разу. Тут стреляют не рифмами, здесь опасная тусовка. Скучно на Сыхове, бро, поезжай на Левандовку. Это мой район, это моя планета. Ночью чаще бьет пульс, детка, ты не одета. Это подъезд, а не пафосно-парадная. У львовской медали есть сторона обратная. Днем тут скучно, бро, весело, когда тьма. Это тот район, про который пел Кузьма. Это районы легенды, тут не нужны слова. Левандовка и Сыков, два клыка в пасти у льва. Жители Донбасса часто удивляют людей из других областей Украины такими словами, как тормозок или порожняк. Вот я даже в поездках часто определяю земляков благодаря донбасскому сленгу. Но на Галичине есть свой диалект, и даже не один. Например, львовская гвара мало понятна жителям других частей Галиции. И сегодня я попробую выучить несколько слов львовской гвары и познакомиться с ее знатоком, но не просто познакомиться, а бросить ему вызов самому колоритному галичанину Петру Радковцу. Allow Mr. Bull to introduce you to a soldier in the future who's been molded and reduced into the coldest single shooter in control of a computer since the last one. Whoever that was flattered in the default backdrop on an old laptop. A soldier's silhouette glimmers in the distance, the electric light flickers. Ну что, я думаю, мы начнем нашу небольшую языковую дуэль, и так как я у вас в гостях, я думаю, что вы должны начинать. Тому перше я хотів би вас спитати, отак ми знаходимося в гарному місці, чи ви любите кецик цвібака? Кецик цвибака. Возможно, это какой-то пирог, и он с цвибака. Может быть, он, наверное, сытный пирог, что-то вроде гарбуза. Пирог с гарбузом. Ні. Ну, кецик – це шматочок. Це вже так більш сучасне слово навіть. Я спеціально його використав, щоб сучасність можна було підкреслити, бо львівська мова розвивається. А цвібак – це з німецького цвайбак, або по-французьки бісквіт. Бисквит. Тістечко. Ах, это пирожное. Шматочок, ви були близькі Я до був десерта. Я був близок. Можна сказати, що десерт це дуже близько, але не зовсім те.
Эх, ладно, продолжаем. Итак, скажите мне, что такое тремпель? Что же такое тремпель? Ну, это несложно, мне кажется. Ну, оскільки є людина, яка виросла в Радянському Союзі, це слово не донбаське, я вам скажу. Да, це да, слово це я ж- російське, і слово тремпель – це те, на що вішається одяг. Ну, в нас ще кажуть вішак деколи. Це такі плечики, на які вішається одяг, і можна його помістити в шафу, щоб він не м'явся. Продолжаем. Ну, тепер ще таке гарне львівське слово. Слово збиточник. Сбыточник. Может быть, это тот, кто обанкротился. Банкрот. Ну, сбытки, убытки, я как-то вот так вот думаю. Ні. Збиточник так називають дітей, які роблять збитки, роблять щось погане. Це він збиточник, він робить щось маленький, такий збиточник. Він робить погано. Він дійсно, якщо батьки мають десь розбите шкло або щось таке, вони дійсно мають збитки. Итак, продолжаем. Моя очередь. И это слово... Кто такой бокопор? Кто такой бокопор? Ну тут бокопор – це складне слово. Складносурядне, і є слово бік, і щось підпирає. Збоку щось підпирає. Ну, може бути як ляска. И в этот Просто- раз мне повезло, вы не отгадали. И по сути, бокопор – криворукий человек, который что-то делает вот из ряда вон плохо, которого ничего не получается. Добре, Ваша ну тоді я здам слово, яке в Галичині дуже люблять. Слово шинквас. Шинквас. Оно как бы состоит из двух частей. Возможно, даже мне стоит подумать над шином и над квасом отдельно. Можно. Работник трактира. Ні. Ви були дуже близько в своїх роздумах, але не дійшли до правильного висновку, бо це дійсно має відношення до шинка. Шинок, знаєте, це будівля. Що в шинку роблять? Ну, наливают. Ні, квасять там потім. Спочатку там шинкують. Шинкують, нарізають. А що шинкують? Шинку, інакше кажучи, м'ясо. А де це роблять? На шинквасі, барна стойка, ляда, дошка, на якій нарізають. Шинкують шинку в шинку на шинквасі. Да, это здорово. Блин, я чуть-чуть мне не Можна було хватило. здогадатися, тому що це слово походить з української мови. Продолжаем. Есть еще у нас очень распространенное слово жужалка. Жужалка. Жужелка. Ну, по-перше, воно, напевно, щось такі видає, якісь звуки, які нагадують дзищання. І я думаю, що це якийсь технічний засіб, типу мотора, типу якогось такого застосування, який допомагає, полегшує працю людей, які роблять в якомусь ремеслі. Це інструмент. Это инструмент. Ну что, вы очень логично рассуждали. И есть на самом деле отчасти правильно то, что жужелка, скорее всего, я не знаю, откуда официально пошла жужелка, но скорее всего действительно от жужжания. Потому что моя бабушка часто, когда выпадал снег, когда был гололед на улице, она доставала из печи золу. А зола у нас была в основном угольная, потому что деревьев на Донбассе не было. И она просеивала от сажи остатки вот этих вот угольной золы, вот эти вот кусочки. И это называлось жужелка. Ей посыпали лед для того, чтобы можно было ходить и не спотыкаться. Або жужелиця. Ну, дякую. Очень приятно было сегодня проиграть вам, а мне не стыдно признаться, я не отгадал ни одного слова из Львовского, но я хочу поблагодарить вас за эту экскурсию, потому что мне было неимоверно интересно узнать. А скажіть, это. будь ласка, а після зйомки ви не хочете сходити на гальбу? Вы знаете, я бы не отказался. Не знаю, что это, но я бы не отказался. Гальб по-німецьки це половина. Пів літра для пиття пива у Львові називається гальба. Договорились, отправляемся прямо сейчас. Ну що тут скажеш, цей бокопор мене вже закумали. На востоке Украины все думают, что к могилам красноармейцев во Львове относятся очень негативно. Это даже мягко сказано. Все думают, что их тут разрушают, взрывают, расписывают граффити. Но, если быть честным, даже я считаю, что возложение цветов к могиле советских солдат во Львове выглядит вот так.
Миссия провалена. На самом деле все выглядит не так страшно, как я думал. Кладбище красноармейцев на холме Славы выглядит ухоженным. Видно, что за ним ухаживают, здесь убирают, здесь на могилах растут цветы, выложены венки, плитка не побита. Более того, когда я приехал сюда, я увидел, как группа людей реставрирует надписи на надгробиях. И если быть честным, то холм Славы ничем не отличается от других погребений красноармейцев, например, на Донбассе. Более того, мне даже кажется, что он выглядит более ухоженным. И любой человек может приехать сюда и возложить цветы на могилу красноармейцев, если он, конечно, этого захочет. Единственное, это то, что поснимали гербы Советского Союза с монументов в рамках декоммунизации. Ну, в принципе, тут все логично. Серега, тащи-ка на гонку! Вот я нахожусь прямо в самом центре Львова, и здесь есть реальная возможность почувствовать себя как дома. В этой шахте типа добывают кофе, и, конечно же, это местный локальный прикол для туристов. Но мало кто знает, что на самом деле на Галичине действительно добывают уголь. И прямо сейчас я отправлюсь в шахтерский городок здесь, неподалеку от Львова, и сравню, чем же он похож на обычные шахтерские городки на Донбассе. Вот уж чего я не ожидал увидеть на въезде в западноукраинский город, так это памятник шахтеру. В общем, ребята, я в городе Червоноград, и это такой вот львовский аналог Краснодона, Антрацита, Тореза и других шахтерских городов. Здесь 7 действующих рабочих шахт, и по сути это центр Львовско-Волынского угольного бассейна. Подождите-ка, получается Донецкий бассейн Донбасс, а здесь Львов-Волынбасс? Ну, не знаю, свои версии названия можешь написать в комментариях. Внешне Червоноград очень напоминает такой типичный шахтерский городок на Донбассе. Вот это вот главная площадь. Здесь неподалеку находятся такие типовые девятиэтажки. Недалеко находится частный сектор. И все это перемежается какими-то стихийными лесопосадками. Единственное отличие — это, конечно, возраст. Червоноград намного старше шахтерских городов на Донбассе. Его основали, если я не ошибаюсь, еще в 17 веке. И назывался он тогда Крестинополь. Это был польский город. А в состав Украины он вошел, кстати, позже всех, аж в 51 году. Тогда его назвали Червоноград. А еще Червоноград очень патриотичный город. Здесь памятник Ленину демонтировали еще в 90-м году. Первым на территории Украинской ССР. Раньше даже Львова. Ну и, в принципе, это очень красивое, приятное место. Вот они, родные пейзажи. Такие есть только тут и на Марсе. Ой, даже запах угольной пыли напоминает мне родину. Ну, а теперь минутка донбасского снобизма и гордости. Вот здесь вот подо мной находятся огромные залежи угля, но качество его немножко ниже, чем у нас в регионе. Дело в том, что здесь в основном добывают бурый уголь, а у него и теплоотдача меньше, и золы остается больше. Забавный факт. Наверное, я первый ютубер, который делает обзор на уголь. Ну вот и подошла к концу моя вторая экспедиция по Западной Украине. Да, Галичина и Донбасс имеют много различий. Но будем честны, различий много и между другими регионами Украины. Но если сравнивать Восток и Запад, то, наверное, Галичина — это та историческая область, которая больше всех похожа на Донбасс. И если ты будешь путешествовать здесь, где-нибудь в Карпатах, и у тебя будет прям вот сильный приступ ностальгии по родине, приезжай сюда, и тебя отпустят. Вот лично мне помогло. Ставь лайки, подписывайся на канал, жми на колокольчик, увидимся через неделю. А теперь настало время угольного паркура.